В январе 2017 года эксперты Международного объединения Oxfam сообщили, что всего 8 богатейших людей в мире обладают большим капиталом, чем 3,6 миллиарда людей на планете. Это примерно половина всего населения Земли. Капитал в мире распространяется неравномерно, и финансовая грамотность и ее повышение поможет решить этот вопрос. Если каждый из нас с вами задумается над управлением своими финансами и повысит свой уровень жизни, то вместе с ним повысится уровень жизни и в вашем районе, городе и стране. А значит меньше бедности, значит меньше преступности, а значит больше магазинов с более качественными продуктами. Недавно на своей странице в Фейсбуке первый инвестор портала Рамблер Сергей Васильев написал: «Нам не хватает богатых и состоятельных людей, которым было бы что потратить в этих бесчисленных торговых центрах, салонах красоты, кинотеатрах, кафе и ресторанах». Я считаю, что финансовая грамотность поможет и даст огромные возможности молодым людям. И эту науку нужно изучать еще в школе или, конечно же, в семье. Сегодня я хочу поделиться с вами открытиями, которые изменили кардинальным образом мою жизнь к лучшему. Я бы хотел знать эту информацию еще в университете или даже в школе, но тогда мне не рассказали секреты богатства, но ничего, зато я знаю, что такое вакуоли и сколько угля добывается в Болгарии. Так все-таки, как же некоторые люди добиваются финансовой независимости? Если бы в 2013 году вы купили акции Фейсбука на $1000, а спустя всего 5 лет продали их, то на вашем счете было бы 350 тысяч рублей. А если бы все на ту же $1000, но в 2008 году вы купили акции компании Apple и продали спустя 10 лет, то эта сумма разрослась бы до 1 миллиона рублей. То есть, что получается? Если бы в 2008 году вам было 20 лет, то к 30 годам вы бы уже стали миллионером. Впечатляет? Зачем нам создавать свой бизнес? Зачем нам всю жизнь работать по найму, если можно просто сесть в один поезд с компаниями, в которых каждый день тысячи профессионалов работают над тем, чтобы повысить прибыль этой компании? Чтобы провернуть такой трюк в своей жизни, вам нужно сделать нехитрые ходы. Начать откладывать деньги и учиться инвестировать. С экранов телевизоров нам каждый день продают множество товаров, которые повышают комфорт нашей жизни. Еда, косметика, машины. Покупайте здесь, тратьте здесь. А работодатели заманивают нас крепким социальным пакетом. Чаще всего такой путь ведет нас в бесконечный бег по кругу. Заработал, потратил. Не так давно мы с моей супругой путешествовали по Таиланду и познакомились с очень приятной парой из Волгограда. И парень сказал: я работаю в крупной IT-компании и зарабатываю баснословные 300 тысяч рублей для своего города. И когда я спросил его: вау, как здорово, а куда ты инвестируешь эти деньги? Он мне сказал: инвестирую? Я все трачу. Семен, сам подумай, дети растут, нужна квартира побольше, машина уже не по статусу, надо поменять. А теперь представьте, что этого человека уволят. Что он испытает? Стресс? Это слабо сказано. Одна только большая квартира и машина будут требовать соответствующих трат, а ведь есть еще ипотека на загородный дом. И комфортная жизнь посыпется, как карточный домик. То же самое может произойти не только с наемными сотрудниками, но и с предпринимателями. Бизнес растет вверх, за ним растут расходы. Начинается спад продаж и, вот она, черная полоса. В обоих случаях этих неприятных ситуаций можно было бы избежать, начав откладывать деньги. И не на покупку новой машины, не на следующее путешествие, а просто, чтобы накопить. Когда мы тратим деньги, мы поддерживаем и повышаем свой уровень комфорта. Мы получаем удовольствие здесь и сейчас. Когда мы откладываем, мы инвестируем в безбедное и счастливое будущее. Очень классную фразу сказал основатель компаний Alibaba и AliExpress Джек Ма. Сегодня будет тяжело, но вот послезавтра прекрасно.
Еще один пример. Знакомьтесь, это Василий. Василий, как полагается, работает в крупной международной организации и зарабатывает 300 тысяч рублей. А это Федя, он продает одежду. И его зарплата 50 тысяч рублей в месяц. Ну что, друзья, кто богаче? Но не торопитесь отвечать на этот вопрос. Ведь вы не знаете, как и я, сколько они тратят и сколько откладывают. Василий умудряется тратить 350 тысяч из 300 возможных. Ну, разумеется, ведь у него с таким достатком ему одобрили кредитную карту с большим лимитом. А вот Федя, он более бережлив и тратит только 40 тысяч рублей, а 10 откладывает. А теперь кто богаче? Пойдем дальше. А что, если эти 10 тысяч рублей в месяц Федя начнет откладывать на счет в банке, откроет банковский депозит? Сейчас в среднем доходность достигает 6% в год. Спустя 10 лет с ежемесячными пополнениями на его счете будет уже 1 миллион 600 тысяч рублей, а спустя 20 лет все 4 миллиона 600 тысяч рублей. Много это или мало, непонятно. Но давайте сравним, а что если Федя возьмет и начнет покупать акции крупных международных компаний, но которые уж точно не потонут в ближайшие 50 лет. Ну, здесь можно вполне себе рассчитывать на доходность 15% в год. И что же произойдет? Магия цифр. Спустя 10 лет эти деньги превратятся в 3 миллиона рублей, а спустя 20 больше 15 миллионов рублей, что в 4 раза больше, чем на вкладе в банке. И если он начнет делать то же самое в долларах, то это будет $250 000. Я напоминаю, 10 тысяч рублей в месяц. Я вижу по глазам, вот ребята, те, которые на гуманитарных факультетах учатся, такие, блин, очень классно звучит, все здорово, но вот этот скепсис в глазах техников, ну, Семен, откуда вообще эти цифры? Это что-то из головы взял? Специально для вас, ребята, у меня есть отличная табличка в Excel и график. Мне не верите, цифрам поверьте. Оранжевая линия – это возрастание капитала на счете в банке. Средняя линия – это инвестиции в акции под 15%. А вот этот вот рог, уходящий вверх, это если Федя начнет вникать в инвестиции и достигнет всего лишь на 10% больше доходности. То есть она будет составлять 25%. При такой доходности через 20 лет на его счету будет 1 миллион долларов. Все еще 10 тысяч в месяц. Как только вы активируете мышление инвестора, возможности начинают сыпаться отовсюду. И к этой цифре вы придете гораздо раньше Феди. Тут главное начать. Накопления дают вам уверенность в себе. Ну, много денег на счете, это же здорово. И вместе с тем еще и дополнительное счастье. Ведь не нужно больше переживать из-за того, что вас уволят или затопит сосед сверху. Беспроигрышные шаги для того, чтобы получить финансовую независимость. Откладываем деньги, учимся инвестировать и, опа, покупаем низкорисковые акции. Что это вообще ты сказал? Чтобы разобраться, друзья, я попрошу вас немножко мне помочь. Я задам 3 простых вопроса, а вас попрошу ответить поднятием руки. Хорошо? Супер. Итак, друзья, кто из вас Хорошо. Кто из вас пользуется поиском в интернете? Поднимите руки. Благодаря вам растут акции компании Google. А кто из вас хотя бы раз в год летает на самолетах? Супер. Boeing – это бессменный лидер в производстве авиалайнеров. И последнее, друзья, ну только честно, хорошо? Это останется между нами, обещаю. Кто из вас хотя бы раз в месяц покупает картошечку в Макдональдсе, а? Так. А оставьте руки, кто дважды в месяц. Теперь вот можно увидеть глаза тех людей, благодаря которым растут акции компании Макдональдс. И мой вопрос, почему вы до сих пор, вот девушка, вот вы особенно, вот почему вы до сих пор не зарабатываете вместе с ними? Возможно, кажется, что для этого нужно финансовое или экономическое образование, но вовсе нет. Достаточно самостоятельно изучать
литературу и статьи про инвестирование. И уверяю вас, как только вы купите свою первую акцию, интерес повысится молниеносно. И вы точно обречены на успех. Немного статистики. Согласно исследованию Института Гэллопа, в Америке в акции инвестируют больше половины молодого населения страны. В Японии эта цифра достигает 39%. В России она едва ли заходит за 1%. Почему такой разрыв? На первый взгляд кажется, что просто из-за нехватки знаний или денег, но на самом деле проблема глубже. Страх потери. А вдруг брокер закроется? А вдруг акции рухнут? Не-не-не, я лучше куплю машину, квартиру или положу деньги под матрас. А воспоминания наших родителей и бабушек про развал СССР и криминальные 90-е уж точно подливают дичайшее масло в наш огонь. Но для того, чтобы избавиться от этого страха, достаточно немножечко разобраться в деталях. Купить акции любой компании в мире можно через брокера. Брокер – это ваш проводник в мир акций. У каждого брокера есть свой рейтинг, как у банков. Выбираете самый безопасный и несете ему свои кровные сбережения. Но если даже пойдет что-то не так и брокер закроется, открою вам маленький секрет. Акции хранятся не у брокера. Поэтому вы просто выбираете другого и продолжаете управлять своими акциями через другого. Во-вторых, действительно, в какой-то период цена акций может снижаться. Но в долгосрочной перспективе стоимость акций всегда возрастает. Ведь мир не стоит на месте. Он постоянно развивается. Мы не стоим на месте ни секунды, а огромные компании вкладывают миллиарды долларов ежегодно в увеличение своего капитала и, конечно, рост акций. И если вы хотите совсем снизить риск, вы можете купить просто несколько разных компаний. И сегодня я говорю про долгосрочное инвестирование. Если вы хотите заработать по-быстрому, то вам точно не нужно касаться этой темы вообще. Здесь вы наживете себе только разорванные нервы. Я говорю про период в 10 и 20 лет. И ради интереса давайте посмотрим, просто приоткроем немножко занавес, а как росли стоимости акций компаний, которые я сегодня уже упоминал. И начну я с той компании по просьбе, я увидел просто вашу улыбку, с компании Макдональдс. Итак, в последний год акции компании Макдональдс выросли на 18%. Напомню, что банковский вклад это 6%. Неплохо. А что если я скажу вам, что за 10 лет компания выросла на 342%? Пойдем дальше. Компания Apple в последний год нас реально подвела. 1,5%. Никуда не годится. За 10 лет 1020%. Boeing, в том числе из-за недавних печальных событий, вырос меньше, чем на 1%. А за 10 на 1110%. И, конечно же, ради любопытства я решил посчитать, а что если Федя, вы помните Федю, что если он добьется доходности 100% в год на протяжении 20 лет? Какая сумма будет на его счете? Вам интересно? Окей. Я получил 28 триллионов рублей. Или 421 миллиард долларов, что в 3 раза больше, чем состояние богатейшего человека на планете Джеффа Безоса и его компании Amazon. Как-то неправдоподобно, правда? Разумеется, ведь такого никогда не было в истории и, скорее всего, никогда не будет. Поэтому я рекомендую не рассчитывать на 100% в год. 15% вполне достаточно. И, конечно же, не стоит тратить последние деньги на акции, потому что по разным причинам компании могут впасть в затяжной кризис, и не нужно ужиматься до воды и хлеба. Но одну вещь нужно делать всегда и обязательно. Это откладывать деньги. И счастливо жить можно на любую сумму. Когда я учился в политехническом университете и жил в общежитии, родители прислали мне 5000 рублей в месяц. На первой работе мне платили баснословные 15. Сейчас, когда я трачу гораздо больше денег, с учетом высокого комфорта жизни, я все равно не могу превысить разумную планку. А остальные деньги я инвестирую.
Этот стиль жизни я называю оптимальный безлимит. Для того, чтобы быть счастливым, вам не нужно тратить много денег. Но если вы хотите стать счастливее, то лучше накопить. Давайте подводить итоги. Чем раньше вы задумаетесь над накоплениями, тем быстрее вы и ваши близкие окажетесь в состоянии финансового комфорта и дополнительного счастья. Даже студенческая подработка может превратить вас в миллионера, если вы будете придерживаться 3 простых принципов. Наберетесь терпения. Разумеется, здесь не так уж и мало времени пройдет. Во-вторых, начнете откладывать хотя бы по 10% с вашего каждого дохода и изучать литературу по инвестициям. И, разумеется, начнете вкладывать в низкорисковые акции. Именно эти 10% позволят вам всего за несколько лет собрать капитал, который будет превышать на 8 или даже 10 раз размер вашей зарплаты. А этот капитал сможет избавить вас от многих надуманных проблем. Друзья, 10 и даже 20 лет пройдут очень быстро. И ваше финансовое благополучие начинается с первой сотни рублей, которую вы не потратили и отложили уже сегодня. И значит, изменили мир вокруг вас. Закончить свое выступление я бы хотел фразой величайшего инвестора в мире, Уоррена Баффета. Ведь он сказал: кто-то отдыхает сегодня в тени, потому что кто-то посадил дерево много лет назад. Спасибо, друзья.